Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим рожу свиней. Рожа свиней – это классическое и, наверное, наиболее распространенное заболевание свиней. Там, где есть свиньи, там обязательно будет и рожа. Если не проводить меры профилактики, конечно. Рожа встречается повсеместно и во всех странах мира, причем с незапамятных времен. Падеж свиней доходил до 70%. Возбудителя рожи часто обнаруживают даже в организме морских и речных рыб, дельфинов и разных насекомых даже. Массовые вспышки рожи свиней регистрировались с давних времен, но принимали их за другие, более известные болезни, как, например, сибирскую язву или пастереллез. Эту информацию я привел к тому, что возбудитель рожи свиней настолько распространен, что без профилактики никакого шанса уберечь свинопоголовье от рожи все равно нет. Рано или поздно свиньи рожей заболеют. На данный момент, казалось бы, о роже свиней мы знаем все и даже больше. Это не репродуктивно-респираторный синдром свиней, который считается относительно новым заболеванием. Лично я об этой болезни впервые узнал еще не будучи ветврачом. Узнал, наверное, это в классе 7, когда мне родители доверили ухаживать за свиньями. Узнал я об этой болезни от своего крестного, который был ветеринарным фельдшером. А так как свиньи у нас на подворье были всегда, то понятно, что и рожа тоже периодически возникала. И я тогда даже искренне считал, что свиньи только рожей, наверное, и болеют. Зашел в сарай, увидел, что свинья лежит и покрытая пятнами. Значит, это рожа. Значит, надо звать крестного. Даже лечение помню. Внутримышечно бицилин за ухо вместе с противорожистой сывороткой. И данную болезнь как рукой снимала. Кстати, я не помню ни одного случая, чтобы какая-то свинья у нас тогда погибла от рожи. Прошло уже почти полвека. А что касается рожи свиней и ее лечения, то в принципе с тех пор мало что и поменялось. При лечении рожи все так же эффективен тот же бицилин с противорожистой сывороткой. И хотя сейчас на рынке появилось очень много хороших антиинфекционных препаратов, но препараты пенициллинового ряда при лечении рожи свиней все так же прекрасно работают. Лечение рожи само по себе несложное. Самое главное при лечении рожи свиней – это не упустить момент. Если данное заболевание вовремя заметить и вовремя начать лечение, то выздоровление практически наступает у 100% случаев. Если же рожу свиней не лечить, то животное погибнет тоже почти со 100% вероятностью. Что самое важное, надо знать о роже свиней, чтобы ее не допустить. Первое. Это то, что рожа свиней – это очень распространенное заболевание свиней от 3 месяцев и до года. Данное заболевание вызывается бактерией, которая очень широко распространена в природе. Поэтому, если вы держите свиней, то рано или поздно рожа у них все равно возникнет. Если не делать профилактику, конечно. Классические симптомы проявления рожи свиней – это высокая температура, отказ от корма и появление по всему телу свиней симметричных красных пятен, которые бледнеют при надавливании на них. Классически рожа свиней – это болезнь летних месяцев – июнь, июль, август. В сентябре болезнь регистрировалась уже значительно реже, а в октябре иногда бывали только какие-то единичные случаи. То есть к зиме болезнь сходила практически на нет. А зимой рожа свиней не регистрировалась. Современные климатические изменения в сторону глобального потепления внесли свои коррективы и в течение рожи свиней. В последнее время рожа свиней регистрируется практически круглогодично. Понятно, что основной пик инфекции все так же приходится на летние месяцы. Но достаточно часто случаи возникновения рожи свиней можно встретить и в зимние месяцы. И что характерно, достаточно часто рожа стала протекать в атипичной форме, то есть без ярко выраженных симптомов, которые описаны в учебниках по ветеринарии, то есть без высокой температуры и характерных пятен. Все это очень сильно затрудняет постановку диагноза, а неправильный диагноз влечет за собой и неправильное лечение, соответственно. Неправильное лечение – это потеря времени и прямая дорога к падежу животных. Ведь если применять препараты, в котором возбудитель рожи нечувствителен, то болезнь осложняется поражением суставов, развиваются тяжелые артриты, некроз кожи, а также эндокардиты и поражение сердца, а потом и гибель свиней. Если лечение рожи начато своевременно, то это не представляет собой никакой сложности. Я об этом говорил в самом начале видео. Ассортимент антибактериальных препаратов сейчас очень широк. И наиболее эффективными из них на данный момент остаются все те же препараты пенициллинового ряда.
А вообще, если вы серьезно занимаетесь свиньями и в вашем хозяйстве больше, чем 10 голов свиней, то, по моему мнению, допускать возникновение рожи у себя в хозяйстве просто недопустимо. Скидку можно сделать разве только для личных подворий, где содержится одна или пару голов свиней, и где вакцинацию провести не представляется возможным. Как можно допустить появление рожи, если есть прекрасные средства профилактики? Рожу свиней успешно вакцинировал еще Луи Пастер. Думаю, что фамилия родоначальника вакцинации как таковой известна всем. Что касается вакцин от рожи свиней, то их сейчас много. Начиная от старой доброй VR2, в которой нет никаких претензий и которая хорошо работает уже на протяжении многих десятилетий. А дальше можно перечислять и другие вакцины, которые себя тоже хорошо зарекомендовали в профилактике рожи свиней. А главными моментами недопущения рожи свиней у себя в хозяйстве в первую очередь есть понимание того, что если не делать вакцинацию свиней, то рожа может вспыхнуть в хозяйстве в любой момент, ввиду чрезвычайной распространенности возбудителя в окружающей среде. Также надо помнить, что проявление рожи уже потеряла свою сезонность, то есть болезнь может возникнуть в любое время года. И достаточно часто рожа стала протекать с атипичными симптомами, то есть не так, как мы привыкли ее видеть или как описано в учебниках. Это затрудняет постановку диагноза, а падеж при роже никто не отменял. Что касается лечения, то оно классическое. Это применение антибактериальных препаратов в сочетании с сывороткой. И если будет правильный диагноз, то под вашим руководством вылечить рожу сможет любой, кому вы дадите шприц в руки с антибиотиком и сывороткой. Но даже и в таком случае убытки вам все равно обеспечены. Поэтому обязательно вакцинируйте своих свиней. Да, и еще момент. Помните, что к роже свиней восприимчив и человек. Не забывайте об этом и берегите себя. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!